Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. И в этом видео мы будем обсуждать вопросы, которые вы мне задали до этого в сообществе. Недавно я попросила вас написать мне то, что вас интересует относительно меня, моей жизни, моего творчества, ну и вообще в целом о Вселенной, может быть. И сейчас начнем зачитывать, что же вы мне написали. Я, честно говоря, надеялась на большее количество вопросов, но я думаю, что некоторые просто не видят сообщества и сообщения в нем, поэтому просто пропустили этот момент. Поэтому предлагаю вам под этим видео оставить вопросы, которые мы не раскроем в этом, и вас они будут интересовать прям до дрожи. Сейчас я открою, у меня все в телефоне. Так. Да, спонсором моего сегодняшнего настроения является идея фикс о том, что я Енифер из Вингенберга. Диана Гулярова пишет. Кстати, заранее прошу прощения, если я вдруг произношу имена или никнеймы неправильно, я не специально. Какие твои любимые цвета? Мои любимые цвета это фиолетовый, если вот можно посмотреть на заднюю стену, там все видно. Я немножко псих на фиолетовый, на черный и на красный. Ну, красный сейчас чуть-чуть уже не так, я больше сейчас по зеленому, наверное. Ну, в общем, фиолетовый, черный, красный и зеленый. Такой зеленый-зеленый, вот как на глазах, как на веках. Дальше. София Лайк. Кстати говоря, часто вижу, что она мне пишет, спасибо тебе. Какая любимая подделка, брошь или картина? Самая любимая картина – это 9 вал Айвазовского. Дальше. Брошь или подделка? Если из моих, то... Да мне все мои броши нравятся, но больше всего мне нравится брошь Кит. Хотя он не возымел особого успеха среди зрителей, судя по тому, сколько там просмотров, но вот мне он очень понравился. А подделка, честно говоря, не знаю. Я люблю делать всякую ахинею, я не знаю, о подделках ничего не скажу. Может быть, вот этот чокер, допустим. Сима Аскерова, привет, Сима. Я помню, что ты мне часто пишешь. Чем еще занимаетесь помимо рукоделия, работы, другие хобби и увлечения? Я работаю, я врач, да, и другие хобби и увлечения. Профессионально играю на нервах, да, это мое любимое, у меня черный пояс по этому делу. А помимо увлечений, я, не так давно мне пришлось прекратить мою спортивную карьеру, если так можно сказать. Вообще я люблю спорт. Но в силу того, что были небольшие проблемы со здоровьем, пришлось на время прекратить эти занятия, вследствие чего я немножко набрала. Но по-прежнему мне нравится йога, и я люблю смотреть сериалы. Вот что-что, а это у меня, к сожалению, видать, навсегда. Раньше, когда я была младше, я любила играть в видеоигры, но потом я поняла, что либо видеоигры, либо учеба, и пришлось выбирать учебу, конечно же, а как иначе? Твои любимые книги за последние 4 года? У меня любимые книги, они не за последние 4 года, они у меня на всю жизнь. Это «Ведьмак», конечно же, Анджей Сапковский, «Гарри Поттер», я буду банальной, и из такого, чтобы... пофаниться, могу сказать, что начала недавно аудиокнигу слушать «Незнайка на Луне». Не скажу, что это любимая книга, однако, как она оказалась достоверна и схожа с нашими жизненными реалиями. Описалась-то она давно. «Незнайка на Луне». Если интересно, послушайте. Между прочим, есть в хорошей озвучке от Гоблина. В интернете, если поищите, найдете. Так. Какие у вас есть домашние животные? Сейчас покажу. Сейчас я его принесу. Я буду теперь вся в шерсти, но все же. Вот. Шкодный кот. Очень хороший, но любит не меня, а моего брата. Поэтому у нас с ним весьма такие отстраненные отношения. Я его кормлю, и на этом он меня больше не тревожит. Вот он. Зовут его Люцифер. Так. Далее, по списку у нас какие вопросики. Сколько мне лет? Предлагаю вам озадачиться этим вопросом и написать мне под этим видео, сколько вы думаете мне лет. Мне очень интересно, насколько я выгляжу на самом деле, потому что недавно мой преподаватель английского был очень удивлен тем, что я его старше. Он думал, что я его младше. Лет так на 5, наверное. В следующем месяце мне 31. Так. Это, кстати, тоже София спрашивает.
Ольга Поповичева спрашивала про домашних животных. Мы уже ответили, что у меня есть кот. И это не сиамский кот, это кот, называется меконский бобтейл, его порода. Ему уже лет 12-13, наверное. Взрослый дядька. Так. София Лайк снова спрашивает, хотела ли ты покрасить волосы? Да, если я найду фотографию, где у меня были волосы другого цвета, я ее прикреплю. У меня они были красные, но не все, а вот прядями вот так по кругу. Это было где-то на первом курсе университета, да. Я после школы покрасила волосы. Это было прикольно. Так, Марина Нафиева или Нафиева. Простите, если я читаю неправильно, мне очень стыдно. Есть в планах делать МК на вышитые браслеты бисером, нитками. Честно говоря, нет, потому что я не интересуюсь браслетами в принципе. Я люблю браслеты из камней, и я их просто покупаю. Но чтобы сидеть их делать, честно говоря, ну как-то пока я не планировала. Но почему бы и нет? Может быть, когда-нибудь в отдаленном будущем. Насиба Карахаджаева. Как давно вы занимаетесь рукоделием? Я занимаюсь рукоделием с детства. Я, наверное, раньше, чем читать и писать научилась, начала шить. Первые мои поделки были это изделия для кукол. Я шила сумочки. Я помню, даже я пришивала там кружево по краю. Сумочки для кукол Барби. И я прям думала, что я вырасту и буду великим дизайнером одежды. Но получился из меня доктор. Почему бы и нет? Так. София Лайк. Вы меня прям закидали сегодня. Сидишь ночью в телефоне или смотришь телевизор? У нас с телевизором отдельная песня, потому что телевизор у нас не работает. И чинить его никто не спешит, потому что он нам не интересен. И по поводу телефона, да, это, наверное, бич всех современных людей. Перед сном, да, я сижу и залипаю в телефоне. Лежу и залипаю в телефоне, да. Так, где ты живешь, Сима Аскерова? Я живу в городе Ростове-на-Дону, в квартире. Так. Так, Клаудия Аранда меня спрашивает. Господи, я сейчас не смогу это прочесть. Она мне просто пишет, что она мне благодарна за видео, наверное. Я просто не совсем понимаю испанский. В Инстаграм и ВК вопросы как-то у нас не задались, поэтому я думаю, что сейчас я отвечу еще на пару вопросов, которые мне задавали в других видео мои подписчики. Один из часто задаваемых вопросов – это где я взяла пяльцы. Пяльцы именно вот такого вида, сейчас покажу. Вот такие они из каучука. Я покупала их в магазине Леонардо. Они стоили порядка 50-60 рублей. Я уже, честно говоря, не помню. Это было так давно, до всей этой ситуации, вы знаете какой. И еще у меня спрашивают девочки про струбцину. Что это такое? Струбцина – это такая вспомогательная вещь, которая дает мне закрепить пяльцы к рабочей поверхности. Сейчас я ее найду. Куда я ее положила? Я вспомнила, она упала за стол туда, далеко. Я фотку струбцины, наверное, приложу. Или все-таки попробую достать, ладно. Я ее достала. В общем, она выглядит вот так. Я ее закрепляю к рабочей поверхности вот таким образом. Ну и, соответственно, пяльцы тоже вот здесь. И по поводу вот этого вот наконечника, это я сама намотала, потому что не хотела поверхности царапать и решила, что это будет удобная защита. Вот. Ну, я решила, так пусть и будет. Также по поводу расходных материалов. Чаще всего я покупаю их в интернете, потому что у нас в городе нельзя достать такие материалы, как канитель или кристаллы Сваровски. У нас есть какие-то имитирующие Сваровски кристаллы, которые стираются через 2-3 прикосновения к ним. Я такое не хочу использовать, потому что работа сразу удешевляется в разы. Я покупаю также в Леонардо, если, точнее раньше покупала там бусины, ну и жемчужины, вот, например, вот такие вот, это же жемчужины Сваровски. И на данный момент я участвую в закупках, ой, мое лопоухое ухо, я участвую в закупках от SP Handmade. Поскольку мне нравится эта группа, я ее сейчас не то что рекламирую, но хвалю. Также мне нравятся Brill Art магазины.
Иногда я закупалась в магазине Woolpis. Там есть много интересных вкусных вещей по типу жемчуга, Сваровски, бусин, бисера. И еще Greenbird, тоже хороший магазин. Цены везде примерно около одинаковые, так скажем. Просто можно где-то чуть больше сэкономить, но доставка все равно все съедает, так что особо не заморачивайтесь. Вот. Надеюсь, вам было интересно услышать мой детский лепет, услышать, как я разговариваю, когда я не фильтрую свою речь, и увидеть меня такой, какая я, наверное, есть или нет. Короче, я близнецы. Ребята, которые меня знают, сейчас посмотрят и скажут: да, да, опять у нее словесный понос, да, понятно. На самом деле, да, я люблю поболтать, хоть по мне это не видно. Вот. Хочу сказать вам отдельное спасибо за то, что вы подписываетесь на мой канал, пишите мне комментарии, ставите лайки. Кто еще не успел это сделать, сделайте скорей. А также хочу сообщить такую интересную информацию, что скоро на моем канале будет 30 тысяч подписчиков. Поэтому я вас очень прошу, если вы забыли, подпишитесь. Если вы не жадный, поделитесь. Ведь не только вам будет интересно посмотреть, как же можно вышивать броши или что такое канитель и много-много других моих видео, которые я для вас специально снимаю. В общем, хватит болтать, у вас, наверное, уже голова болит от меня, так что целую всех, спасибо за внимание, пока!